Это был очень тяжелый период в моей жизни. Начинается просто какая-то паника. Сейчас дам зубцом под зад, руки сосиски. Я плакала. Их знали по всей Украине. Она просто ушла с моего проката. Я вообще не понимаю, как это делать. Удалили все сведения про эти соревнования. Всем привет, ребят! Меня зовут Марго. Вы на канале Just Kidding Girl. Я не буду раскрывать имен настоящих тренеров по понятным причинам, поэтому мы их заменим на какие-нибудь рандомные. Первые мои тренера, когда я только пришла заниматься фигурным катанием, мужчина и женщина, это была пара, они были женаты. Мужчину, допустим, звали Олег, а женщину Марина. Это был очень хороший опыт первых тренеров. Их знали по всей Украине, это популярные тренера среди любителей. Марина, она была, насколько я поняла, одиночницей и выступала еще и в танцах на льду, и, по-моему, даже в парах. Очень грациозная, красивая женщина, такого суперспортивного, красивого телосложения. И мужчина, это был Олег, насколько я поняла, он выступал только в танцах и, возможно, еще в парном, о чем я не уверена, потому что он никогда не прыгал, не вращался. Они были владельцами вот этой вот школы фигурного катания. Я занималась только в группах сначала. Марина, она была не строгая, но серьезная. А Олег, он был очень строгий, но при этом тоже такой вот очень забавный мужчинчик, который там мог и пошутить с вами. Это автор всех вот этих вот знаменитых фраз, которые известны всей нашей группе по фигурному катанию. Это вроде типа «хенды подняли», «руки сосиски», «тузер втянули», «ща будет расстрел», «сейчас дам зубцом под зад». Причем про последнее это буквально, когда у тебя что-то не получалось, он мог и покричать на тебя. Иногда я даже плакала, когда у тебя ничего не получается, ты долгое время не можешь понять, как что-то сделать, и на тебя начинают еще и кричать, начинается просто какая-то паника, что произошло со мной. Я плакала, и я помню, даже когда-то спорила с ним, потому что это нехорошо, такого делать не надо. У меня что-то долго не получалось, и я начала с ним спорить, говорю, что типа, блин, да я вообще не понимаю, как это делать, типа, чего вы ко мне пристали? Марина, она была более такая лояльная, то есть она не могла там покричать. С Мариной у меня была такие пара неприятных ситуаций, не то чтобы я сказала неприятных, но непонятных, скорее всего, потому что когда я была на соревнованиях, она мне ставила программы, она мне поставила элементы, которые я и не делала до этого в программах. Не получала дополнительные баллы, мне не засчитывали это все. На первых соревнованиях она меня поддержала, стояла возле бортика, была со мной, а на вторых просто ушла. Во время моего проката она стояла возле бортика на предыдущих девочках, а потом я каталась предпоследняя, и она просто ушла с моего проката. Я с ними прозанималась где-то 2, наверное, года. В это время я еще пробовала заниматься с другими тренерами. Первая моя индивидуальная тренировка произошла с следующим тренером, назовем ее Юля. Я с ней занималась всего месяц, но она была очень классная женщина, она была настолько спокойная, она все настолько спокойно объясняла, она меня научила задним вращением, 2 оборота в заднем вращении, о ней нечего особо рассказать, потом я ее видела на других соревнованиях, как-то мы не контактировали, поэтому, в принципе, про нее мне особо нечего сказать. На первые сборы приехали приглашенные тренера, это была, допустим, ее зовут Катя, и приехал мужчинчик, который просто до сих пор, наверное, остается одним из моих самых офигенных тренеров, его зовут Илья, допустим, выступал в цирке на льду, он выступал во многочисленных шоу на льду за границей. Он из Украины, но он жил за границей, где-то то ли в Канаде, то ли в USA, где-то там. Выступал по всему миру с этими шоу, он делал заднее сальто, и все от этого просто охали и ахали на всех шоу, и такие: «О, боже, Илья!» И тогда он у нас преподавал на сборах, он настолько легко все объяснял, как какая-то магия, потому что он тебе объясняет то, чего у тебя до этого не получалось. И вот так вот ты это делаешь. Он мне поставил флип, поставил мне лут. С ним я начала крутить 12-13 оборотов в либеле. Начала постоянно ходить к нему на индивидуальные занятия. Это было просто офигенно. Все к нему хотели, все хотели у него заниматься. Я с ним выучила волчок, который я терпеть не могу, но он был такой вот тренер на расхват, поэтому он постоянно ездил по разным городам, разным школам, и он не мог остаться на постоянно у нас в Полтаве, в городе, в котором я занималась и жила. И тогда я вернулась обратно вот в свою школу фигурного катания. Я параллельно вот занималась с 3 тренерами, вот с Олегом и Мариной и с Ильей. Следующий тренер, который был у меня, ее звали Надя. Здесь я могу сказать настоящее имя, ее звали Надежда, потому что и у меня есть про нее видео. Она начала заниматься в 20 лет, прыгает одинарный аксель, двойной сальхов, двойной тулуп, вот эти вот все прыжки, и она просто невероятная, она мне дает огромное количество мотивации. Она мне тоже и ставила и программу, и мы с ней тренировали вращения, и прыжки, и все шло просто как по маслу, прекрасно.
классно, она уехала. Тогда я больше уже не смогла с ней заниматься, но она была просто моим фаворитом, вот наряду с Ильей. Первый человек, который мне показал, что такое нарисованная программа, первый человек, который мне дал кучу советов потом, как подготовиться к соревнованиям, и это были очень дельные, крутые советы. Она мне начала, кстати, ставить вот эту вот программу, которая No Time to Die. С 2020 по 2021 конец я занималась абсолютно одна, практически 2 года. Это был очень тяжелый период в моей жизни, ну и мы переходим к концу 2021 года, когда я перешла обратно, открылся наш каток, есть об этом влог, также я пошла обратно к Олегу и Марине, мы с ними вместе занимались, все было классно. Появилась новая женщина на катке, которая создала такое очень хорошее впечатление о себе. Она приглашала постоянное телевидение, и у нее было очень много детей, и она создала свою группу. Вот, и я решила к ней пойти, чтобы посмотреть, потому что она очень хорошо себя зарекомендовала. Она была такая очень общительная, очень добрая, такая милая. Она пыталась мне показать, вот как-то поменять технику мою, поменять ту базу, с которой я уже работала. Вот это очень распространенная проблема, что тренера, почему они не хотят тренировать вот тех, у кого есть уже база, потому что, возможно, они преподают по-другому и не знают, как работать с той базой, которая есть у вас. Так вот, вместо того, чтобы менять технику, я хотела, чтобы мне просто научили меня новым элементам, которые вот мне нужны. Я не хотела кататься по-другому или как-то более правильно. Пара таких странных ситуаций с этим новым тренером, пусть она будет Оксана. Она рассказывала, что она там чемпионка в мире по юниорам какого-то там 2012. Мы с моей подругой начали ресерчить всю эту информацию, мы поняли, что нету чемпионата мира по юниорам. Вот, а она говорила, что вот там, президент Украины, типа, не хотел там давать какую-то разгласку, поэтому там, типа, удалили все сведения про эти соревнования. Соревнований таких не было, нету никакого сведения, даже если там в Украине эту информацию удалили, в мировых СМИ она бы точно осталась, это 100%. Я решила снова менять тренера, только вот, здесь была ситуация, это был месяц до соревнований, и она мне пообещала поставить программу. Она сказала, что она ее уже нарисовала, она уже знает эту программу, но каждый раз, когда я приходила к ней на тренировку, она все равно вот как-то типа программа потом, сейчас мы меняем тебе технику. И она пыталась мне все время просто менять технику. Программы у меня нет, она поставила мне буквально 10 секунд программы, первая там типа начальная поза, и вот здесь ты делаешь тройку и твизл. Все. Мне на помощь приходит моя подруга Настя, и она мне поставила программу за 2 недели до соревнований. Она стала моим, как бы так, постоянным тренером. Дальше я думала продолжать заниматься с ней и платить ей уже за эти занятия, потому что все-таки она тренер. Она, кстати, работала еще как инструктор на катке для младших групп. Она тогда начала тренироваться. На этом история моя с тренерами закончилась, потому что больше у меня тренеров нет. Я еще не пробовала никаких тренеров здесь, на Кипре, потому что, не знаю, у меня как-то нету какого-то доверия, наверное. Вот такое вот вышло у меня видео. Надеюсь, оно вам понравилось. Если это так, не забудьте, у меня есть социальные сети. Ну а я с вами прощаюсь до следующего видео и всем пока-пока.